Сегодня мы посетим один из самых недооцененных курортных городков Испании, расположенный вдоль побережья от всемирно известной Барселоны. Вместе с вами посетим местные пляжи, прогуляемся вдоль побережья, исследуем лесные массивы и горную местность, а также взглянем на зажиточные усадьбы, расположенные на холмах, совершим пробежку в туман, взбираясь на местную вершину, спустимся в заброшенную шахту, отыщем монастырь в горах, окунемся в бурлящий поток туристов на ночных улочках, насладимся морем и видом с дрона. Присаживайтесь поудобнее, мы взлетаем! Сегодня я расскажу вам о курортном поселении под названием Санта-Сусана. Это чрезвычайно гостеприимный городок, расположенный на северном побережье Коста-дель-Марсель. Расстояние от главного аэропорта Барселоны составляет примерно 75 километров. Добраться сюда можно на электричке, которая входит вдоль побережья. Поездка займет всего 70 минут, зато в награду будут чистые пляжи и колоритная местность. Ну и самое приятное, чем дальше от Барселоны, тем бюджетнее будут цены. В маленьких городках выгодно снимать комнату. В месяц обойдется всего 250-300 евро. Этот городок в последнее время начал стремительно развиваться. Заслугу этому свежий поток туристов, беженцев из Сирии, Украины и других мигрантов. Песчаные пляжи здесь не слишком многолюдны, поэтому удается отыскать тихие места и побыть наедине с морем. Курортная территория мягко перетекает в расположенный по соседству Мальград-де-Мар. На этой линии находятся разнообразные магазинчики, дискотеки, рестораны, бары и ночные клубы. Пляжный сезон длится с марта по октябрь, а на побережье имеется все для водных видов спорта. При этом местность подходит как для спокойного семейного, так и для активного отдыха. Максимально большой выбор услуг и досуга расположен на территории возле отеля Дон Анджел и Аквамарина. Город разделяется на две части, проложенным во Францию автомобильным шоссе. По одну сторону расположена курортная территория, море, пляжи, отели, курортные магазины. По другую сторону историческая часть города, административные учреждения и усадьбы местных каталонцев. По городу курсируют стихийные рынки и располагаются в самых непредсказуемых местах. Часть жилого массива находится на горных холмах. Так местные нашли способ быть дальше от всего мирского и заодно обзавестись шикарными видами на побережье. Сейчас мы находимся возле административного здания. Здесь расположена больничка и биржа труда. По праву этот городок считается курортным. Неудивительно, что в будний день на улицах города трудно встретить местных. Как минимум большая часть населения трудится в отелях, офисах, заправках и местных барах. В городе часто проводят спортивные мероприятия, а также большое разнообразие ивентов и фестивалей, заранее о которых вы можете узнать на сайте городского совета. Ссылку закрепил в описании. А также у подножия, как и на самой горе, не прекращается стройка. С учетом геополитической обстановки, приобретение недвижимости в этой местности является удачной инвестицией. Поставили мусорный бак, чтобы выкидывать мусор.
И для путешественников такая вот колоночка, где можно попить водичку. Бегая в местных горах, я наткнулся на весьма значимое средневековое сооружение. Как оказалось, эта башня возведена в 15 веке для предупреждения нападений пиратов. Еще задолго до изобретения телеграфа, поджигая с разной последовательностью факелы на ней, передавали зашифрованные сообщения на другие башни, которые простирались на сотни километров и располагались возле крупных городов. Уверен, вам будет интересно углубиться в историю этих земель. Здешние горы таят в себе много загадок. А если вас в пути настигнет жажда, то вы всегда сможете пополнить свои запасы в одном из горных родников. Достаем свет и начинаем двигаться. Вечерний пляж в золотое время неповторим. Вода достаточно прогрета, а солнце уже не обжигает кожу. Самое время для фотосессии на пляже. Ваши фотки в это время будут идеальны и с легкостью наберут сотни сердечек в инстаграме, так что смело приезжайте сюда и не забудьте похвастаться о своем отдыхе знакомым. Постепенно вечереет, и местные жители с туристами подтягиваются с пляжа в город, в местные бары, ресторанчики, отели, чтобы дальше продолжить свой насыщенный вечер. За мной расположен кемпинг. Здесь приезжают туристы из разных городов, из разных стран и располагаются вдоль этого побережья. Молодежь здесь отдыхает люто. Тому способствует лояльное отношение стражей правопорядка. Здешние цены просто смешные, особенно для туристов из Германии, Франции и Англии. Вдоль побережья сосредоточено огромное количество ночных клубов и интересных заведений.
Сами местные после утомительного рабочего дня совсем не брезгуют отдаться музыке и танцам.